Панамский канал – круизные путешествия по суперсооружению. В Панамском канале морское движение выстроено со швейцарской точностью. У шлюзов Гатун огромные китайские контейнеры сталкиваются с круизными лайнерами и крошечными панамскими буксирами. После реконструированные шлюзы Панамского канала с 2016 года проходят сверхгабаритные суда и круизные лайнеры. Мост двух Америк – автодорожный мост в Республике Панама, пересекающий подход Тихого океана к Панамскому каналу. Мост был построен в 1962 году и стоил $20 миллионов США. До открытия моста столетия в 2004 году он был единственным неразводным мостом, соединяющим северные и южные американские земли. Ранее существовали только два разводных моста через Панамский канал. Один на шлюзе Мирафлорес, а другой на шлюзе Гатун. Панамский мост столетия был построен в дополнение к перегруженному мосту двух Америк и в качестве его замены на Панамериканском шоссе. После своего открытия в 2004 году мост стал вторым неразводным мостом через канал. Высота моста над Панамским каналом составляет 80 метров. Его общая длина равна 1052 метрам. Мост был открыт в соответствии с графиком 15 августа 2004 года, но для движения он был открыт 2 сентября 2005 года после завершения строительства ведущих к нему новых дорог. В декабре 2010 года, после сильных дождей и наводнения, часть подъездных путей к мосту рухнули. В апреле 2011 года ограниченное двустороннее движение по мосту столетия было восстановлено. Панамский канал – чудо-инженерия, которая не оставит равнодушным ни одного путешественника. Он является связующим звеном между двумя океанами и двумя континентами – Северной и Южной Америкой. Панамский канал – это больше, чем просто канал. Он был создан специально для того, чтобы сократить длительный и опасный путь, который вынуждены были проходить корабли, плывущие из Атлантики через мыс Горн, для того, чтобы попасть в Тихий океан и наоборот. Множество исторических личностей, от испанских королей до американских президентов, было вовлечено в процесс реализации этого масштабного проекта. Строительство длилось 400 лет и в конце концов привело к созданию того, что сегодня его называют восьмым чудом света. Круиз по Панамскому каналу – это незабываемые впечатления от смеси уникальных технологий и истории. Своими глазами увидеть, как происходит процедура прохода судна через Панамский канал, которая в среднем занимает около 9 часов. Посмотреть на мастерство капитанов буксиров, которые заводят в шлюз огромные суда. При этом зазор по обеим сторонам Панамского канала составляет менее 1 метра. Круизы по Панамскому каналу чаще всего начинаются в Майами и Форт Лодердейле. Изюминкой маршрутов, проходящих по Панамскому каналу, является сам проход корабля по шлюзам в несколько ступеней разной высоты. Некоторые из круизных программ спланированы таким образом, чтобы корабли заходили на Западные Карибы. Часть лайнеров делают остановки в портах Коста-Рики, Лимон и Пунта-Аренас. Круизы, проходящие не через весь Панамский канал, часто включают посещение таких мест, как Колон и Панама. Через Панамский канал прошло пассажирское судно Norwegian Bliss. Оно стало самым крупным круизным лайнером, когда-либо проходившим через Панамский канал. Его водоизмещение составляет 168 тысяч тонн, вместимость порядка 5000 человек. Среднее время прохода судна по каналу – 9 часов, минимальное – 4 часа 10 минут.
Максимальная пропускная способность 48 судов в сутки. Ежегодно через сооружение канала проходят около 14 тысяч судов, несущих около 280 миллион тонн груза. Когда инженеры завершили строительство Панамского канала в 1914 году, они представить себе не могли, что он станет таким важным глобальным судоходным маршрутом, а также увлекательным туристическим направлением для посетителей со всего мира. Опыт прохождения шлюзов интересен сам по себе, но знание того, что тысячи кораблей проходили через одни и те же шлюзы в течение более 100 лет, это исторически богатый опыт. Есть два маршрута для путешествия по Панамскому каналу на круизном лайнере. Круиз «Полный транзит» начинается в порту в Атлантическом океане и заканчивается в порту в Тихом океане, или наоборот, чтобы совершить полное путешествие по всему каналу. Эти круизы требуют перелетов в один порт и из другого, и обычно длятся не менее 14 дней, а часто и дольше. Другой и более популярный способ познакомиться с Панамским каналом – это частичный транзитный круиз. Во время частичного перехода круизный лайнер пройдет через первый набор шлюзов, а затем пришвартуется в центре гигантского искусственного озера, называемого озером Гатун. Здесь пассажиры принимают участие в любом количестве экскурсий по зоне канала. Или остаются пассажиры на корабле, который отправится обратно через те же шлюзы и пристанет к соседнему порту, где он будет ждать, пока другие пассажиры присоединятся к вам позже тем же вечером. Экскурсии в зоне Панамского канала включают поездку по железной дороге Панамского канала, пешеходную экскурсию по Панама-Сити или тур по тропическому лесу. Если хотите получить опыт полноценного транзита, есть даже экскурсия, которая проведет вас на лодке через весь канал и вернет вас на корабль вечером на автобусе. Эта экскурсия рассчитана на долгий день, но она того стоит для тех, кто хочет исследовать весь канал во время частичного транзитного круиза. Круиз по Панамскому каналу будет включать другие тропические направления, такие как Коста-Рика, Аруба, Ямайка, Белиз или Картахена, Колумбия. Круизные линии, предлагающие маршруты по Панамскому каналу, включают Holland America, Princess, Carnival и Norwegian. Более крупные круизные лайнеры будут проходить через новые шлюзы, строительство которых было завершено в 2016 году. Эти новые шлюзы подходят для больших судов типа Panamax и хотя и интересны, но не дают возможности путешествовать во времени через оригинальные исторические шлюзы.